Всем привет! Сегодня я вам покажу то, чем я занимался последние 2 недели. Ну, если быть точным, 1,5. Короче, сделал я себе вторую фрезерную приставку. Учитывая все ошибки, которые были у меня в первой. Первую я тоже сегодня покажу, но потом. Вот. Сначала покажу, наверное, как она фрезерует, какие улучшения, то все. А потом уже сниму и на столе уже операционном покажу, что, как, расскажу, из чего состоит. Ничего нового я не придумал, но самый главный плюс, что я учел свои же ошибки. А также ошибки, которые видел, глядя ролики на ютубе. И в итоге, после всех исправлений ошибок, получается вот такой результат. Опа, результат не тот. Вот он результат. Вот теперь такая у меня фрезеровка. Видите? Ровненько, чистенько, гладенько, никаких заездов, ничего. Это я фрезеровал 18-й фрезой. С первого прохода. То есть за один проход я вот так вот профрезеровал. Ну и то же самое сейчас сделаю при вас. На вот этой детали, которая зажата. Это тоже чугун. Сейчас устанавливаю камеру. И смотрим. Ну что, поехали, время не теряем. Посмотрите сейчас вот на этот винт, который зажимает тиски, он свободно. Я сейчас буду фрезеровать. Посмотрите, как он болтаться будет. Вот слышно, да, я фрезерую, а он даже не играет. То есть я думаю, с жесткостью здесь все в порядке. Ну вот сейчас покажу, что получилось. Ну вот он результат этой фрезеровки моей. Вот что получилось. Видите, волны. Это каждая остановка. Ну то есть когда поперечку вертел, останавливался, то в камеру посмотреть, то еще что. Короче, это работа на камеру получается. И тут волна получилась. Здесь по торцу чистенько, ровненько, гладенько все. Я же говорю, а когда вот сам точил спокойно, никуда не оглядываясь, вот так получается.
То есть если плавно вести поперечку, подавать плавно, то все ровненько получается. Ну и вы видели сами, что вибраций-то нет. Так, что еще хотел сказать тут? Ну, замерил расстояние. Вот это вот все за один проход у меня получилось. Получилось так 8,5 миллиметров, а так 12 миллиметров. За один раз снял. Ну а теперь снимаю приставку и сюда на стол и покажу вам, что и как устроено. Рано ее еще снимать. Покажу сейчас, как она закреплена, как крепится, где дополнительную жесткость сделал. Так, ну сделана пластина 10. Это малая продольная. Такая же, почти такая же, как у меня вот эта поперечка. Только здесь у меня рецидержка на ластохвосте, а здесь рецидержка была, ну, под обычную, короче, рецидержку, винт торчал. Винт убрал, 10-ю пластину на 4 болта. Раз, два. С той стороны внизу внутрь, ну, то есть спотаем болт, потому что он за поперечку цепляет. А здесь 4-й болт я сделал, вот он. То есть он насквозь идет и крепится сюда, притягивается к подвижной части поперечки. И это создало дополнительную жесткость. Короче, это помогло очень-очень. Потому что вот держась на 4 болтах здесь в рецидержке, ну и 5-я точка получается. То есть вот 4 болта и 5-я точка гайка рецидержки, то есть зажимает. Этого мало, даже с косынками. Это у всех на ютубе понятно, что 2 пластины уголком делают, косынки делают. Многие просто притягивают винтом. Ну и понятно, что жесткости мало. Так вот и здесь у меня, я в рецидержке просверлил отверстие, на 4 болта поставил, затянул. Когда попробовал фрезеровать, все равно чуть-чуть не то. То есть где-то на входе, на выходе вибрация есть. И тогда я сделал вот этот вот, я же говорю, 4-й болт насквозь. Полностью он у меня сюда входит. Болт на 8. Затягивается крепенько, притягивается. И это, ну, получается малая продольная, не двигается. Но ничего, я все равно, я думаю, никто не фрезерует, двигая малую продольную. Обычно все стараются даже на заводских станках суппорт зажимать. У меня поджима никакого нет на суппорте, поэтому я поджимаю задней бабкой. То есть упираю, у меня задняя бабка ходит по этим же полозьям, по рельсам. Упираю ее сюда и зажимаю, когда мне надо. Вот. Закрепление, по-моему, я рассказал вам. Ну, дальше, может, что-то вспомню, по ходу еще расскажу. Ну, вот такое у нее устройство, в общем-то. Ничего нового. Все как у всех. Уголок с косынками. Как я показывал, вот он, внутренний болт. 3-й, который спотаем, ну, спрятанный, короче. Здесь 2 винта, 2 болта. И здесь сквозной. Выходит отсюда и в поперечку. Это малая продольная. Взял я ее на директ-лоте за 1500 убитую. Ну, более-менее восстановил, ничего. И старался теперь вот ошибки своей избежать. Вот по этой приставке, первая моя приставка, которую я делал. Делал я ее так наобум. Во-первых, направляющие на трубах, там то все. Ну вот, что я устранил, какую ошибку. Расстояние от рецидержки до края тисков. Тут получается у меня очень большое расстояние. Это уже рычаг. Первый рычаг. И второй рычаг у меня рецидержка доходила своей серединой только до центра патрона. И поэтому мне пришлось тисы выносить в бок. Это дополнительный рычаг еще. И у меня, короче, когда я на ней фрезеровал, вот это вот бегало, дребезжало. Ну, короче, слышно было, что вибрация ого-го. Жесткости тут действительно было мало. Мне один человек и написал, что ты, наверное, о жесткости даже и не слышал, что такое. Ну, дело в том, что у меня тут тисы эти поворотные. И не только поворотные, но и делительные. У меня здесь шестерня стоит. Я уже не помню, сколько здесь зубов. Но кратная намного. Тут и на 3, и на 6 кратная. И вот фиксируя здесь болтом, ну, болт со втулкой, плотно все. Я мог делать шестигранник и так далее, что мне надо, квадрат. То есть задумка у меня сразу такая была.
Но оказалось, что да, жесткости на ней слабовато. Я ее уже и так усиливал. И к тому же ее надо было постоянно выставлять. То есть постоянно припирать каждый раз к патрону, чтобы установить ровно точно. А благодаря тому, что здесь у меня крепится в нескольких точках, то есть раз, два, три, четыре, пять, она сразу плотно подходит, уже проверено. Я ее вот ставлю, подгоняю к патрону, и она своей плоскостью, то есть без тисков, когда еще, своей плоскостью она как раз ложится к патрону ровно. Ну, правда, выводить я это достало меня, понятно. Я на вот этот внутренний болт сначала прикрутил пластину, вот эту 10-ю, вот эту вот, ну, с ресседержкой, которая вместо ресседержки ставится. Прикрутил и поджал суппортом к патрону. И потом вот эту пластину также прикрутил на ресседержку, отфрезеровал ее, резец зажимал в патрон, отфрезеровал, чтобы она была вот здесь наравне с ресседержкой. И дальше поджимал, прихватывал сваркой, отводил, угол менялся у меня, опять обрезал. Короче, долго выводил. Ну, наконец-таки получилось. И потом еще переживал, думаю, сейчас косынки начну варить, у меня опять уведет. Ну нет, с косынками нормально, все осталось. Все, короче, здесь вот эта вот плоскость у меня перпендикулярная, нормально. Дальше тисы. С тисами я повозился долго. С ними я возился дольше, чем со всей приставкой остальной. Тисы я уже фрезеровал потом. Ну, то есть сначала выставил вот эту плоскость. По индикатору выставлял. Правда, выставить у меня меньше 500 не получилось. Как бы я ни выставлял, то есть тоже закрутил на один болт сначала. Эти даже не сверлил еще. На один болт закрутил. И по индикатору вверх-вниз малую продольную гонял. И я же говорю, как бы я ни пытался, меньше 500 не получилось. Вот у меня сейчас 5 соток отклонения. Я уже не помню, завалена она у меня, туда завалена чуть-чуть. Ну, короче, как получилось, вот. Получилось 3, по-моему, сотки у меня. Ну, пока болты сверлил, закрутил, получилось 5. Вот. Так, ну, а тисы, наверное, уже кое-кому тут некоторые детали знакомы. В прошлом видео я плавил алюминий и вырезал ластохвост на фрезерной приставке, вот на этой вот, на своей старой. Ластохвост вырезал. Это вот деталь. Раз, два, три. И еще у меня кусочек сдачи осталось, запасная губка, скажем так. Распилил я ее, ту деталь, на 4 части. Это получилось. И ответку я вырезал опять. Выплавил алюминий, уже не снимал. Ответку сделал на ластохвосте. И она у меня получилась вот такой вот ластохвост. Вот такой получился ластохвост. И здесь стальная планка поджимная. Ну, она поджимается только в одном месте. Вот здесь на губке тисов, потому что здесь как декоративная вообще эта часть. Здесь гайка стоит и все. Ну, гайку поджимает. Здесь тоже поджал, а потом на 2 болта прикрутил. Один болт, это у меня уже резьба сорвалась, я насквозь сделал. А другой болт, как ни странно, хорошо закрутился здесь изнутри и держит. Так, губки. Ну, дальше чугунные губки делал уже. Вчера уже тут фрезеровал. Чугуняшки вырезал, отфрезеровал. Ну, опять же, зажимал в патрон. Потом дальше просверлил отверстие, прикрутил губки, сжал тисы, профрезеровал вот эту плоскость, прошелся. Потом дальше губки. Губки у меня чуть-чуть не сходились. Когда поджимал ластохвост, то есть чуть-чуть, где-то миллиметр-полтора, по-моему, был зазор. И поэтому вот в эти места, вот сюда, здесь и здесь, я вставлял 2 фрезы на 10. Одинаковые, с одного комплекта 2 фрезы. Тисками, ну, вот этой губкой зажимал это все дело. И потом уже фрезой проходил здесь. Прошелся вот эту плоскость. Вот эту плоскость. И потом прошелся так же само, не отходя от кассы, вот эту плоскость прошел.
Потом эту губку отвел я полностью кверху и прошел вот эту плоскость. То есть сейчас все должно быть параллельно, перпендикулярно фрезе, как надо. Далее поставил фрезу отрезную или прорезную, как она называется, и сделал вот этот паз для зажима круглых отверстий. И то же самое сделал здесь. А потом уже зажал сверло в патрон на 7 и сделал вот этот вот. Ну, то есть сжал губки полностью и просверлил это отверстие, чтобы перпендикулярно можно было зажимать круглое отверстие. Короче, сделал квадратное отверстие, круглое отверстие, но не то, что надо. Треугольного я заморачиваться не стал. Потому что, не снимая губок, треугольные, по-моему, сделать нельзя. Ну, нет у меня такой фрезы острой. Надо под наклоном резать, а под наклоном это нужно снимать губки. Так, ну и я не знаю, зажимает, ну вы видели, как зажимает хорошо, плотненько. Винт я поставил со своей поперечки, потому что мне ее пришлось переоборудовать. Как раз таки из-за того, чтобы не делать, как на этой вот приставке, не выносить тиски, а делать напротив рессодержки. Я вам сейчас покажу, что я сделал, как я изменил поперечку. Короче, так, резюме такое. Для того, чтобы было больше жесткость, во-первых, нужно использовать все-таки заводские детали. То есть вот эту малую продольную заводскую. Ну, уголок я не нашел чугунный. Я искал, спрашивал по знакомым. Какой-нибудь кронштейн, что-то такое чугунное, чтобы было уже готовое. Не нашел, поэтому пришлось варить. Если даже вдруг где-то найду потом на работе или где-то, я, возможно, ее поменяю все равно. Все-таки на заводские надежды больше. Так. Ну вот что я старался сделать. Я вот сюда хотел сначала шайбу сделать, потому что здесь же поворотное основание у малой продольной. Шайбу уже думал точить, чтобы тисы были поворотные. Но потом решил, что, во-первых, это каждый раз выставлять вот эту плоскость. Как я вот помучился с ней, ну и он не хочу больше мучиться. А во-вторых, это все равно где-то на сантиметр я отодвинул тисы от рессодержки. То есть рычаг увеличил бы. Возможно, было бы хуже. И крепление было бы всего на 2 болтах. То есть тисы крепились бы на 2 болтах. Сейчас на 4. Поэтому все нормально работает. Все путем. Ну а сейчас покажу, как я изменил свою поперечку. Сделал больше ход. Там был у меня ход 17 сантиметров, стал 34. Да, в 2 раза я увеличил ход. Сейчас покажу. И на этом будет все. Валялся у меня вот этот винт без дела. Вот этот вот, с гайкой. И вот я его решил приспособить как раз сюда, на поперечку, чтобы увеличить ход. Вот эта гайка, ну не вот эта, а родная маленькая гайка с винтом. Она стоит в начале, ну, это вообще продольная, малая. И это. Вот здесь, в начале. И поэтому, когда закручиваю я винт, получается, что... Так, сейчас я, наверное, закручу и покажу. Вот, раньше гайка стояла вот здесь вот. И лимб, даже не лимб, а вот эта вот планка, она вот уже с закруглением, она вот здесь вот в проточку упиралась, и все. То есть вот настолько вот ходу я прибавил еще поперечки. И она у меня уходит вот аж на край суппорта теперь. И поэтому я могу зажимать уже и детали подлиннее, побольше. То есть поменял винт длиннее, поставил и гайку перенес с этого края, поставил на тот край. Правда, ну, случился один косячок, конечно, не без этого. Но сейчас покажу. Вот так раньше вылет был. Все, то есть рессодержка даже серединой своей не доходила до центра патрона. Ну, можно было только токарить и все. А сейчас у меня и сюда можно отъезжать теперь на себя. Вон сколько. Только вот единственный косяк, который я сейчас говорю, это как подвижная часть, когда выходит, она получается в воздухе зависает. И мне пришлось вытачивать 2 бруска, чтобы она заезжала на них.
Тут тоже повозиться пришлось, чтобы она именно заезжала, не упиралась. Ну, видите, касается. Касание есть и здесь. Нормально она трет. И здесь. То есть в воздухе она висит. Вот такое расстояние. Но я не думаю, что это влияет. Потому что при фрезеровке, вот, например, я не заметил, что во время выхода и пока до сюда дойдет, какие-то другие вибрации там возникают или что. То есть нормально хватает ей. А потом она опять ложится сюда своей рабочей частью и пошла дальше. Ну, такие дела. 2 недели кино не снимал. Какое-то, по-моему, сумбурное оно получилось сегодня кино. Не знаю, вроде все рассказал, все показал. Вдруг какие вопросы или, как всегда, предложения от вас жду. Все, наверное. Всем пока, всем удачи. Все, пока.